Здравствуйте, мои дорогие девочки! Рада приветствовать вас на канале Айрония. Сегодня мы поговорим на тему «Бояться ли старости?». Я вообще решила расширить немножко у нас возрастную группу девушек, то есть любых девочек приглашаем на канал, так как многие темы касаются и молодых, и не только, то есть у нас определенная группа 50+, нет. Так что всем добро пожаловать. Очень часто в статьях или там в комментариях я вижу, что жизнь, фраза такая, да, как из известного фильма, который мы выучили наизусть, что жизнь в 40 лет или там 50 лет только начинается. Девочки, она в 50 лет никак не может начинаться, потому что она может начинаться, если у вас была какая-то амнезия, и все, вы ничего не помните, да, тогда она начинается с чистого листа. А так нет, она может только продолжаться, и улучшить ее – это уже ваша задача, и, так сказать, поговорим на эту тему. Вот у меня тут эти пометки. Я думала, что этот вопрос я как-то быстро закруглю, но оказалось, что тут очень много вариантов таких, которые важно проговорить. Если вы что-то слышали из того, что я сейчас скажу, и, ну, воспринимайте это как повторение мать учения. Я тоже благодарна бываю, когда мне повторяют: ага, а что же я не делаю, я же это знаю. Вот, а некоторые, может быть, вас и даже будут немножечко шокировать. Но это мое мнение, как бы, а вы смотрите, да или нет, и потом пишите в комментариях, мне будет очень интересно ваше мнение на эту тему. Боятся ли старости? Ну, мы уже сказали, что 50 лет – это не старость, но все равно поговорим об этом. И старость определяется не только возрастом, а вашим мышлением, вашим, что у вас в голове, как вы воспринимаете жизнь. Совет первый. Идите в ногу со временем. Изучайте что-то новое, новые технологии, новые языки, новый танец в школе танцев. Если вы особенно хотите, например, вам 50-60 лет, там, или без разницы сколько, и вам надо познакомиться с кем-то, лучше всего на танцах это делать. Пойти туда или пойти на курсы, где изучают какие-нибудь там компьютеры, фотографию и так далее. Там всегда мужчины, и они вам помогут, и вы там кого-нибудь себе найдете. Если вы живете по привычке и делаете одно и то же, такое каждый день, да, то вы это 100% стареете быстрее. Нам нужны что? Нам нужны новые впечатления. Если у вас есть возможность, езжайте на экскурсию и ходите гулять в какой-то другой парк, другой дорогой проходите. Делайте что-то новое, носите что-то новое, да? Носите, например, то, что вы никогда не носили. Например, какую-то яркую такую, ярко-желтую, там, я не знаю, сумку, красную помаду, да, какой-то длинный, такой утрированно длинный широкий шарф, шляпу, какие-то там интересные очки, что-то новое. Сделайте себе короткую стрижку. Если вы никогда не делали пикси, прямо вот здесь выбрит. Посмотрите, кстати, вот пришла в голову Понаровская. Прекрасно выглядит, ей 60 с лишним лет, она вот сходит именно с этой пикси, она прекрасно выглядит и так далее. Берите пример с таких женщин. Вот когда говоришь кому-нибудь, вот я говорю там, я не скажу, что всем, но вот подружки, знакомые, говорю, сделай то-то, то-то, то-то. Я боюсь. Зачем мне это надо? Да ну, мне уже не надо, я уже такая старая, там, все такое. Ну, какая нафиг старая? Ну, какая разница? Вот 90 лет тебе ты одеваешься хорошо, или тебе 20 ты одеваешься хорошо? Ну, хорошо-то одеваться все время надо и следить за собой и так далее. Не копите вещи. Если вам подружки нанесли каких-то там, я не знаю, какие-то чашки противные, ну, такие бывают, знаете, сервизы там передаривают или там еще что-то, и вам это, оно у вас стоит, место занимает, или какие-то там букетики, какие-то тарелочки дурацкие, которые не несут никакой стилистической ценности и вообще вас не радуют. Все это вот соберите в такой мешок мусорный, выкиньте к чертовой матери или отдайте кому-нибудь. Ну, вообще, я считаю, если это все некрасиво, лучше выбросить вообще, уничтожить это. И пусть у вас дома будет свободно, у вас будет хорошо дышаться, не хламите. Вот как некоторые бабушки хламят. Вот, кстати, мои бабушки не хламили. У них было чисто дома, свободно и просторно. И цветы везде свежие такие. Так вот, не впадайте, это я свои заметки читаю, не впадайте в жалость к себе и сожаление, что у вас чего-то нет. Вот что есть у вас, тем и наслаждайтесь. Если вы не удовлетворены какой-то своей ситуацией, да, обратитесь за помощью к кому-то. Пусть вам помогут. Если один не поможет, кто-то другой найдется, поможет. Только не приставайте там, хватаясь за ноги, что помоги мне, там, дай мне денег там, или еще что-то. Нет.
просто обратитесь за помощью, в смысле за советом. Да? Вам всегда посоветуют, если кто-то что-то знает. Я, например, смотрю каналы, вот типа «Слово пацана» и так далее. Очень такие каналы, их приятно смотреть, потому что они людям помогают. Или там другие какие-то каналы, неважно, передачи иногда. И вот показывают людей, вот они бедные, там все, да, и у них в доме бардак творится. Грязище, они там не могут сделать ремонт, у нас денег нет. У вас что, рук нет помыть это просто? У них посуда валяется, там грязища, вонища. Вот это все не требует никаких финансовых вложений, ну там минимальных каких-то. И всегда придут на помощь и дадут вам лишнюю кастрюлю и так далее. Ну, вы помойте ее. А получается, что такая бабушка Федора. Это ужас какой-то. Вот я смотрю, если у вас свой дом, выйдите, вы же живете в нем. Да постирайте вы это одеяло, посадите цветы, подметите дорожку, я не знаю, побелите там деревья. Вам всегда кто-то выделит из соседей, если уж такая бедная, выделит вам какие-то там кусочек краски, там, я не знаю, досочку, чтобы что-то вы сделали. Но не хламите эту дрянь, вынести это все на улицу надо и поджечь, и просто уничтожить, а не хламить как в сарае какую-то хрень. Понимаете, может быть, все, вы вот это уберете, все будет чистенько, бедненько, но чистенько, как в анекдоте. Потому что, понимаете, если вы это все не убираете, да, вы, может быть, этим как-то пытаетесь, ну, я не говорю, что вы там, я просто в общих чертах, да, пытаются к себе подобные старушки какую-то жалость вызвать, я не знаю, если она не пьет, например. Да, если пьет, то это вообще кранты. Но если она не пьет, то не надо превращаться в такую вот грязную свинью, да, такую старую грязную свинью. Будьте чистенькой, приятной, энергичной, доброжелательной бабулькой. А вот это не надо. Превращаться в какого-то монстра, который хранит дома каких-то, я не знаю, и у него дома воняет, грязные стекла и кошмар. Понимаете, какая бы ситуация у вас не была, у вас вода, если не отключена, там, я не знаю, свет работает, ну, приведите в порядок свой дом. Даже если свет не работает, печка, но все равно, раньше не было, ну, чтобы чисто было. Интересуйтесь искусством, интересуйтесь, повышайте свою насмотренность, ездите на выставки. Если есть возможность, посещайте какие-то выставки, если не там не в другой город, ну, в то, что приезжает, кто приезжает к вам. Зайдите на Pinterest, посмотрите, как, если вам что-то нравится, скопируйте себе, сделайте у себя дома что-то такое красивое, чтобы вам приятно было. Сделайте сама. Не надо не говорить там сына дергать там или кого-то. Постарайтесь сделать сама, с мужем там или я не знаю. Я, например, сама вешаю картины, там все, я никого, потому что я лучше знаю. Я не люблю, вот, когда мне кто-то это. Еще углубитесь в те темы, в которые вы не могли раньше углубиться. Вот прям станьте специалистом в этом деле. Если вы любили фотографировать, прям станьте специалистом и фотографом. Если вы любите озеленять квартиры, прям разводите цветы и предлагайте свои цветы для озеленения. Купите какие-то красивые горшки, их можно тоже расписывать. Неважно, сколько вам лет, правильно? Вы можете как-то художественным таким образом, шикарным, сделать какие-то художественные горшки с вашими цветами и продавать их. Сделать себе страницу и продавать это все. Превратить свое дело, профессиональное дело, еще и зарабатывать. Мало того, что вы сами будете молодо при этом себя чувствовать, потому что вы будете приносить радость людям, вы еще и будете зарабатывать на этом, и у вас вы будете заняты делом. Да, вам не надо ходить там или ездить на работу за 3-9 земель, а вы будете дома это делать. Может быть, вы любите петь или играть. Вы можете на близлежащей в своей, там, я не знаю, городе или деревне предлагать какие-то услуги по развлечениям на свадьбах тех же самых. И вам надают денежек и все такое. Если вы особенно там какие-то украшения еще делаете, все это возможно продавать. Некоторые делают намордники, например, какие-то плетут для собак. Некоторые полотенца и делают такие, знаете, постельки для кошек там или так далее. Вот такие вещи. Это все handmade, которые вы можете продавать. Если вас беспокоит, что вы на старости лет не сможете ничего делать, и вы такая вот боитесь того, что вы станете дряхлой, немощной и так далее, делайте уже сейчас зарядку.
И вы не можете сказать, что у меня нет денег, у меня нет времени там и возможностей ходить куда-то, записываться на спорт и так далее. Сейчас, раз вы смотрите это видео, значит, у вас есть компьютер или телефон, найдите в Ютубе куча, просто безумное количество всяких упражнений, и не только упражнений, а там прям курсами это идет. И вы можете выбрать все, что вашей душе угодно, и купить себе, лучше всего не найти, а купить именно коврик для йоги и делать дома эти упражнения. Прям вот как идет, несколько человек, вам будет весело, вы будете с кем-то делать, и у вас это все получится. Вы можете и аэробику, и йогой, и всем чем угодно заниматься. Главное заниматься каждый день. Вот я, кстати, не занимаюсь каждый день, хотя у меня стоит прибор, этот Гирет, на котором надо заниматься. Но я забываю, мне прям надо будильник ставить и это делать. Если вы будете заниматься каждый день, это неименуемо приведет вас к тому, что вы будете в форме, и вы не станете дряхлой полюбовно. У вас не будет тромбов, и сердце будет в порядке и так далее. Ходите пешком везде, ходите так вот в темпе, не обязательно с этими палками, просто можно гулять в парке, в лесу и где-то там. Просто дайте себе цель пойти, например, купите себе рюкзак и пойдите в какой-то дальний магазин, чисто так, чтобы пройтись туда и обратно. Так, ну, естественно, не курить, не пить и не есть тяжелую пищу. Прислушивайтесь к организму, как он. Вот я сейчас не пью, вообще не пью совершенно алкоголь. Я чувствую, что я даже чуть-чуть выпью, и он на меня действует неправильно. Почему-то многие люди думают, что если они бросят пить и курить, все, это такая скучная жизнь, чего-то тебе не хватает. Это все такая ерунда. Нет. Вы прислушиваетесь к организму, и вы поймете, что это вред. Это вред. У вас портится цвет зубов, цвет зубов, цвет лица и так далее. И, кстати, морщины появляются и так далее. Еще очень важно, и это я прям прочувствовала очень хорошо в эти выходные. Я переутомилась на той неделе. Если вы переутомляетесь, бросайте все дела. Ничего не думайте, никаких решений не принимайте. Бросайте дела, не знаю под любым предлогом, ложитесь и отдыхайте. И еще лучше, если возможность будет поехать в санаторий, если такой возможности нет, и вам не нужно такой большой срок, допустим, приходить в себя, 1-2 дня, прямо вот лежите и ничего не делайте, отдыхайте. Даже не надо себя мучить просмотрами каких-то, если вам хочется, то да. А так вообще не надо смотреть ни телевизор, ни там смотреть какие-то передачи, просто поспите, полежите, откройте окно и на свежем воздухе полежите. Это обязательно, это прям важно отдых. И вообще, я считаю, что главное это гармония вот в душе и внутренний покой. И тогда вы будете довольствоваться таким минимумом. Вам не нужны будут финансы, вы будете здоровы, вы будете собой удовлетворены, довольны, и вам будет хорошо и с кем-то, и без никого-то, наедине с собой. И поэтому надо вот дойти до такого состояния, что вам комфортно сама с собой. Это важно. Это самое главное. Иначе вам будет постоянно чего-то хотеться. Вернее, даже не хотеться, а вот одна подружка у меня есть, ей постоянно что-то надо. Вот ей то этого не хватает, то этого. Если дать вот это все, ей опять будет что-то не хватать. Нет, ей постоянно вот беспокойство. У вас, если вы обретете внутренний покой, у вас вот это вот беспокойство и страхи, старости, там еще кого-то, смерти, это все уйдет у вас. Просто как с гуся вода будет. Еще сейчас скажу одну вещь, которую многих, возможно, будет шокировать, потому что не все со мной согласны с моей точки зрения, но я вам скажу, может быть, вы задумаетесь на эту тему. Не стоит рассматривать своих детей как опору в старости. Это мое убеждение, я за хорошие и прекрасные отношения в семье, за любовь и так далее. Но настраивается на то, что ты будешь дергать своих детей по каждому удобному случаю, прикидываясь какой-то больной, и, понимаете, таким образом получать насильственным путем порцию внимания, не вовремя, обычно не вовремя это бывает, это неправильно.
Это обычно происходит тогда, когда вам нечего делать, нечего заняться, и вам нужно вот кому-то либо пристать, либо кого-то вытащить к себе, прикинуться больной и так далее. В общем, это совершенно неправильно, я считаю, абсолютно. На это рассчитывать вообще не надо, и вообще надо так быть. И вот, например, если семья крепкая, она крепкая семья, дети, все понимающие, занимаются своими делами спокойно. Если у кого-то возникает проблема, мы собираемся, делаем брейнсторминг и решаем, как решить эту проблему. Все вместе. Вот кто может, тот принимает участие, и мы все вместе решаем, что нам делать. Тогда, когда это происходит, когда это нужно, а не так, что вам будут звонить и прикидываться больной, только чтобы вы вырвать вас из семьи, и потом, когда вы придете, и вам начать говорить, а у тебя муж какой противный там или жена. Ну, что-то такое в этом роде. Это нет. Настраивайтесь на то, что вы следите за собой, и вы будете в форме хорошей, современной, вы будете с делом, вы будете подтянутой до конца ваших дней. И не надо думать про стакан, который кто-то обязан вам принести. Это неправильно. Так, что у нас еще? Сейчас. Этот момент, который касается меня. Почему-то многие подумали, когда я снимала видео про ногти, что я такая старая злобная тетка. Нет, я не старая злобная тетка, но я... Сейчас. Это я про то, что надо улыбаться, контролировать свою мимику, выражение лица. Это важно. Потому что мы ходим, и у нас вечно какие-то думки в голове, и выражение лица какое-то такое, либо отсутствующее полностью, либо какое-то угрюмое такое. У меня оно не потому. Я, кстати, здесь и сейчас, когда иду, я не витаю где-то в облаках, это редко происходит. Но если я забыла очки, я буду щуриться. У меня очень... Я очень чувствительна к свету, поэтому мне нужны постоянно солнечные очки. Если я их не одену, я буду постоянно вот так вот морщить глаза. Потому что даже малейший свет при пасмурной погоде вызывает у меня вот это раздражение. Я начинаю это щуриться и хмуриться. Но другие люди-то об этом не знают, и они могут подумать, что я такая злюка иду. Но обычно я ношу с собой очки, у меня в каждой сумке валяются совершенно разные солнечные очки, потому что я не могу без них. Вот когда вы идете, вы наслаждаетесь чем-то хорошим, что вас окружает. Вот мне иногда говорят, да ничего хорошего не окружает, везде грязь, там то все. Посмотри на небо. Если у тебя здесь грязь, ты не видишь ничего хорошего, посмотри на небо, на небе грязи никогда не бывает. Там всегда что-то интересное, либо облака, либо тучи, ну, либо звезды и так далее. Там всегда простор и красота. Смотрите на вот эти набухшие почки, как сейчас, на какие-то раскрывающиеся цветочки, на ребенка, который подбегает, улыбается, улыбайтесь ему в ответ. Некоторые, я смотрю, вот немцы, вот стоят в очередь, там такой, если там на кассе или где-то, они ребенку не всегда улыбаются. И это выглядит очень смешно. Ребенок им улыбается, а они так серьезно на него смотрят. Потому что они, может быть, в душе улыбаются, но они забывают, что рот тоже должен двигаться. Пользуйтесь соцсетями. Вот как раз в нашем возрасте самое пользоваться этими соцсетями. Но в нашем я не знаю, потому что многие работают. Но тогда, когда вы уже перестаете работать, вот как раз пообщаться с кем-то, даже без разницы, у вас нет никаких границ, за границей с какими-то подружками поговорить. Вот сейчас у нас группа вот между подружками, и мы совершенно с разных точек, как будто бы и не расставались, и мы друг с другом общаемся, делимся информацией и так далее. Еще несколько пожеланий сейчас скажу, и мы закругляемся, а то что-то длинное видео получается. Переключитесь на любовь. Вот говорите часто своим внукам, своим, там, я не знаю, мужу, сыну, дочери, что вы их любите, что вот многие же вырастают и потом вот начинают жаловаться, что мне папа, там, мама никогда не говорили ничего хорошего, одна критика была и так далее. Как можно своему ребенку не сказать, что ты самый золотой, красивый и лучший всех на свете? Они говорят, нет, ты не лучше всех на свете, ты там такой-сякой, лучше тебя полно, а у тебя нет ничего. Ну как? Это ненормально абсолютно. И не скупитесь, говорите это часто, говорите от души. Даже если вы натренируете это, в конечном итоге вам станет ясно, что так оно и есть. Если вы черствый человек, все равно повторяйте.
Если есть у вас порыв помочь кому-то, помогайте. Если есть порыв у кого-то помочь вам, или что-то вам дать, или что-то подарить, не надо говорить: о, не надо мне эти подарки, заберите и оставьте себе, мне ничего не надо, не-не-не, там все такое. Нет, возьмите с благодарностью, скажите благодарю, и потом решите, что с ним делать, но возьмите, не обижайте человека и не говорите, что не надо, там все такое. И когда вы кому-то даете, тоже не говорите, что там не за что мне ваших благодарностей и так далее. Обязательно и в ту, и в другую сторону будьте благодарными. Если что-то вам надо, обращайтесь с просьбой, не стесняйтесь к людям обратиться. Вам непременно помогут. Только не так, что вы там с назойливой просьбой хватаете за ноги и требуете там что-то. Нет, обратитесь к одному, второму, вам помогут 100%. Потому что многие боятся обратиться, боятся вообще рот открыть и сказать. Советом вам помогут 100%, а уже язык вас до Киева доведет. Ну или куда вам там надо. В Киев не обязательно. В общем так. Вот еще. Не делайте постоянно замечания своим детям, что он не так одет, они уже взрослые люди. Или там критиковать, например, свою дочь за то, что ей там 36 лет, а она там не замужем, или не родила детей в 40 лет и так далее. Или сын, который женился и женился не на то и так далее. Это вообще не ваше дело уже. И туда не надо лезть. Занимайтесь своей личной жизнью. Обычно лезут кто? Те, у кого своей личной жизни нет. Так что это, как только вы начинаете лезть, это показатель того, что у вас своей личной жизни нет. Показывайте лучше пример на себе, чем вы будете это словами говорить. Вот теперь ответьте себе на вопрос, бояться старости или нет. Все, девчонки, на этой позитивной ноте я заканчиваю. Хочу вам сказать, что это как бы, к слову, на актуальную тему, что у нас в городе на 200 тысяч 9 заразившихся коронавирусом. Значит, школы закрыты на месяц. Запасов мы не делаем, потому что не считаю, что стоит поддаваться панике. И это не настолько страшно, если ты следишь за собой. И так что все будет нормально. Так что, девочки, оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал. С вами была Наташа. Не унывайте и не бойтесь старости. Пока.